Вчера в середине дня по американскому времени действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что снимается с выборов. Он сделал это в Твиттере. Планируется, что в течение ближайшей недели Байден также обратится к американцам вживую. В заявлении Байден перечислил свои достижения на посту президента. Победу над пандемией ковида, принятие законов о контроле оружия и понижении цен на лекарства, назначение первой темнокожей женщины в Верховный суд США. Президент сказал, решение сняться с выборов он принял в интересах партии и своей страны. Байден добавил, он снимается только с выборов, а в кресле президента останется до конца срока. Спустя несколько минут Байден запостил второй твит. Заявил, что новым кандидатом в президенты от демократов должна стать Камала Харрис, действующая вице-президентка Соединенных Штатов, которая избралась на свой пост вместе с Байденом. Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет интересное. Даже высокопоставленные сотрудники Белого дома о решении Байдена узнали буквально за минуту до публикации твита. В предвыборном штабе Байдена, похоже, тоже никого не предупредили. Всего за полчаса до объявления сотрудники штаба все еще обзванивали делегатов съезда партии и просили их поддержать Байдена. Похожее решение сняться президент принял в узком кругу, с семьей и близкими друзьями, а не с коллегами. Демократические политики решение Байдена поддержали и начали массово его хвалить. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал Байдена настоящим патриотом и великим американцем. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сказал, Байден войдет в историю как один из самых значимых и самоотверженных президентов. Среди республиканцев петь дифирамбы Байдену, естественно, никто не стал. Ну а его оппонент на выборах, экс-президент Дональд Трамп, назвал Байдена худшим президентом в истории США и заявил, что победить Камалу Харрис ему будет еще легче. Тут надо еще раз сказать, ситуация вообще-то беспрецедентная. Что будет дальше, не знает никто. Как теперь поступит демократическая партия? Кто все-таки выйдет против Трампа? Обо всем этом поговорим с вами сегодня. Давайте начинать. Пока обстановка выглядит так. Есть президент Байден, который при всей той чепухе, которую говорят о нем Трамп и трамписты, очень успешен. Он пришел к власти в разгар ковидного кризиса, когда экономику натуральным образом трясло. На его президентство пришлась война в Украине, которая ударила по мировой экономике намного сильнее, чем принято думать. Кроме того, Байден унаследовал последствия внешнеполитических авантюр Трампа, например, торговую войну с Китаем. Президентство Байдена прошло в чрезвычайно турбулентной обстановке. Кризис сменялся кризисом. Тем не менее, результаты впечатляют. Американская экономика полностью отыграла ковидное падение и теперь растет допандемийными темпами. Безработица находится на естественном уровне в 4%. Послековидная инфляция, достигшая пика летом 2022 года, вернулась на докризисный уровень. Байден – это президент, которому есть чем хвастаться. Есть что показать в качестве результатов работы. У него было время на полноценную предвыборную кампанию. Он ведет ее больше года. А теперь Байден выходит из гонки и призывает Демократическую партию поддержать Камалу Харрис, которой за 4 грядущих месяца придется сделать больше, чем за 4 предыдущих года. И это при том, что наряду с Майком Пенсом она один из самых блеклых вице-президентов последних лет 40. Теперь же она должна за считанные недели стать реальным конкурентом Трампа. Выглядит это как нечто запредельно сложное. В 2019 году Харрис никому не смогла навязать никакой борьбы на праймерис. Весь свой срок в должности она провела в тени президента, не запомнилась никакими собственными проектами. А соперник у нее самый отчаянный и яркий популист в новейшей американской истории. Харрис придется вести кампанию, оставаясь вице-президенткой. Байден в отставку не уходит, а это значит, что никакого преимущества, никакой медийности первого лица и возможности себя проявить у Харрис не будет. До выборов осталось 106 дней. Это у нас в России совершенно нормально, что в такое время еще даже кандидаты не заявлены. Нет никакой агитации и лишний раз о грядущем голосовании вообще не упоминается. Но для американской системы это финишная прямая, когда электоральную машину уже поздно останавливаться и чинить. Замена кандидата в такой момент – огромный риск. Замена на слабого кандидата, который должен на ходу из воздуха набрать политическое содержание – просто катастрофа. На этом месте важно отметить то, о чем в горячке многие могут забыть. Камала Харрис пока вовсе не стала еще кандидатом в президенты. В США не работает схема, чтобы снявшийся кандидат за ручку привел преемника, как Ельцин Путина. Барак Обама не просто так говорит, что в ближайшие несколько дней Демпартии предстоит плавать по неизведанным водам.
В ближайшие несколько дней партия будет лихорадочно решать, кого и как она выдвинет на съезде в августе. Именно поэтому мы воздержимся от однозначных прогнозов насчет фамилии кандидата. Когда один из ключевых людей в Демпартии говорит так, чтобы ничего не сказать, и вообще не упоминает Харрис, говорить о стопроцентной ее номинации немного безответственно. Харрис – естественная наследница Байдена. Она уже объявила о своем выдвижении. Но ситуация по-настоящему беспрецедентная. Нет такого правила, закона, обычая или хотя бы просто прецедента, согласно которому голоса, отданные за кандидата на праймерис, можно кому-то передать. Здесь прервемся на рекламу, потом подробнее обсудим шансы Камалы Харрис и как все возможно будет происходить. Пляжный отдых традиционно самый популярный у россиян, особенно у жителей больших городов. А что если бы можно было поехать не в курортный отель, а в собственный домик? Где-нибудь на Бали? Думаете, это недостижимая мечта? Не такая уж и недостижимая, если остальное время этот домик сдавать. На самом деле это довольно популярный вид инвестиций, и существуют компании, которые предлагают такую недвижимость под ключ. Я вам сегодня хочу рассказать про Break Property, одного из крупнейших девелоперов на Бали. Они работают с 2016 года и построили больше 44 тысяч квадратных метров высококлассной курортной недвижимости. А сейчас они запускают проект Elysium. Он расположен рядом с предыдущими объектами, то есть в уже обжитой зоне, и в 2 шагах от пляжа. Это тоже позволяет с большей вероятностью прогнозировать, что новый проект покажет такие же хорошие результаты, как и ранее запущенные проекты. Ведь, например, на уже построенном комплексе Болливуд загрузка за прошлый год составила 88%, что является довольно высоким показателем. В комплексе будут построены виллы и компактные апартаменты с собственным садом, балконом и видом на океан и горы. Кроме того, здесь запланировано 2500 квадратных метров общественных и коммерческих пространств, рестораны и кафе, магазины и коворкинги, тренажерный зал, спа-центр, йога-студии, уединенные места для медитации и зоны отдыха с просторными бассейнами. Ориентируясь на предыдущие проекты, можно предсказать, что такая недвижимость может приносить 12-16% годовых. Плюс еще в том, что на Бали сезон круглый год без перерыва, да еще и поток туристов постоянно растет. Например, в апреле 24-го их было на 28,5% больше, чем годом ранее. А это, естественно, приводит к росту стоимости недвижимости. При этом хлопот минимум, все сдается под ключ, в цену входят даже вилки и ложки. Все объекты застрахованы, застройщик дает гарантию 7 лет на качество постройки. Туристам недвижимость сдает управляющая компания, она же занимается уборкой, ремонтом и другими текущими вопросами. Вам остается только получать доход. Ну и, конечно, если вы захотите сами там отдохнуть, ваша вилла или квартира всегда к вашим услугам. Сейчас у Брейга действует акция. Вы оплачиваете только часть стоимости недвижимости, а оставшуюся часть можно будет гасить с доходов от аренды. А с промокодом MAXCATS вы получите специальные условия на обслуживание от управляющей компании, что еще больше увеличит доходность инвестиций. Все подробности по ссылке в описании. А еще у Брейга есть русскоязычный YouTube-канал, где рассказывают о тонкостях инвестиций в недвижимость на Бали. Заходите, изучайте и подписывайтесь. Продолжим. Демократическая партия на съезде в августе не обязана поддерживать кандидата, на которого указал выбывший из гонки победитель праймерис. Вероятно, Демпартия поддержит кандидатуру Харрис, но невозможно сказать наверняка, потому что раньше такого никогда не случалось. Важно понимать, больше года вся агитмашина демократов работала на Байдена. Да, на плакатах пишут «Байден-Харрис», но это просто формат такой, это не тандем. У Харрис и в Белом доме, и в президентской кампании чисто техническая роль. Замена кандидата не очередной этап прежней кампании, это новая кампания, которую фактически придется перезапускать с нуля. Без сомнений, базовый электорат Демократической партии проголосует за Харрис. Нет такого варианта, при котором в Массачусетсе победит Трамп. Но есть еще избиратели, за кого действительно ведется борьба. Тончайшая прослойка неопределившихся в колеблющихся штатах. И борьбу за их голоса придется начинать заново, причем с очень плохих позиций. Отдельная проблема в том, что сейчас нужно прямо с колес изобрести процедуру легитимации нового кандидата. Неважно, Харрис или кого-то другого. В любом случае, у Байдена есть 1,5 миллиона голосов сторонников, а у прочих нет. Да, в случае переизбрания президента праймерис всегда носят чисто технический характер. На них нет настоящей конкуренции, инкумбент получает
Северокорейский результат. Это нормально и логично. Действующий президент получает поддержку от сторонников своей партии, потому что он действующий президент. Ни у кого другого такого мандата нет. Вопрос даже не юридический. Делегаты на съезде вольны голосовать за кого угодно. Вопрос политический. Он о той самой легитимности. Появился новый кандидат одной из двух главных партий. А почему он должен стать кандидатом? Нужно показать сторонникам, как это вообще случилось. Выходить на такие сложные выборы на основании того, что мы тут посовещались узким кругом ограниченных лиц и решили, что вы теперь должны любить вот этого персонажа, очень плохая идея в очень плохой ситуации. По инсайдам мы видим, какая работа идет там внутри. Предполагаются то ли какие-то мини-праймерис, то ли дебаты, то ли прям настоящее конкурентное голосование прямо на съезде. Американские источники описывают с десяток вариантов, и у каждого свои большие риски. Если утвердить Харрис кандидатом прямо сейчас, это неизбежно вызовет вопросы. А с какого хрена? Ей до лидерства в партии, до собственного политического содержания, как до Китая пешком. Почему она вдруг теперь кандидат? Байден недостаточно хорош, чтобы выиграть выборы, но достаточно, чтобы назначить преемника? Устраивать мини-праймерис с открытым голосованием прямо на съезде – это потеря драгоценного времени. Выборы почти уже послезавтра. Какие праймерис? Надо изо всех сил вкладываться каждый день в одного кандидата. Кроме того, это путь к расколу партии. Кто вообще сказал, что результат такого голосования будет консолидированным? Что после него не возникнет сразу несколько равнозначных кандидатов? За 106 дней до выборов демократам нужно выдвинуть кандидата, изобрести процедуру его легитимации и перезапустить избирательную кампанию. А потом вывести ее на такой уровень, чтобы на равных конкурировать с Трампом, у которого ни одной из этих проблем нет, который часами без суфлера и передышки готов рассказывать избирателям, как храбро он не дрогнул в момент покушения. Тут очень сложно придумать подходящую метафору. У демократов в полете отвалилось крыло. И прямо сейчас нужно придумать, как должно выглядеть новое крыло, как его монтировать, по каким законам физики оно будет работать. Нужно изготовить его и прицепить прямо в полете. Если задуматься, на деле Демпартии предстоит старт кампании даже не с нуля, а с минуса. На ноль демократы выйдут, когда крыло приделают, когда у них хотя бы будет легитимный кандидат. Не обязательно популярный, харизматичный и содержательный, а просто кандидат, под ногами которого не зияет пустота. Всего за месяц одна из двух основных партий США прошла путь от позиции, что у нее есть суперуспешный президент, идущий на закономерное переизбрание, до ситуации, что у нее нет даже кандидата, имеющего моральное право кандидатом называться. Новость о снятии Байдена с выборов американское общество восприняло спокойно, ведь все этого ожидали. Но почему? В современной истории США еще не было такого, чтобы победитель праймерис одной из двух крупных партий решил отказаться от выдвижения. Давайте быстро вспомним, как демократы оказались в таком положении. Кампания 24 года до сих пор оставалась чрезвычайно скучной, если сравнивать с гонками 16 или 20 годов. Дело в том, что самая интересная часть американских выборов – это праймерис, а в конце остаются два кандидата, поддержка которых колеблется в районе 50%. Да, бывают всякие скандалы и интриги, но в целом все уже идет поспокойнее. А вот на праймерис обычно случаются битвы, взлеты и падения. Там много кандидатов, драма, появляются какие-то имена новые, ветераны политики проигрывают салагам. В общем, интересно. Но в этот раз праймерис будто и не было. Просто прошли быстро и ожидаемо. У республиканцев всех оппонентов уверенно раздавил экс-президент Трамп, практически единоличный правитель республиканской партии. А у демократов все было еще проще. Голосуем за Байдена. Ведь против действующего президента обычно никто всерьез не идет. На протяжении всех праймерис в демократической общественности звучало заметное бухтение насчет кандидатуры Байдена. Часть его противников была недовольна поддержкой Израиля в войне с Газой. Эти ребята на праймерис голосовали против всех. Но в целом по стране такой вариант набрал всего 4%. Главное же недовольство заключалось в возрасте Байдена. Президенту США 81 год, и возраст все чаще давал о себе знать. Регулярные ошибки, странные фразы, шаткая речь, хождение кругами по сцене и падение с трапа самолета. 81-летний человек вел себя как 81-летний человек. А для президента это не годится. Все критически усугубилось после первых дебатов Байдена с Трампом, которые прошли в конце июня. Президент в течение 1,5 часов путался в мыслях, с темы иммиграции переходил на гольф и в целом выглядел как генеральный секретарь партии пенсионеров, а не лидер Соединенных Штатов.
Особенно очевиден этот контраст, если сравнить Джо Байдена образца 24 года с Джо Байденом 12 или даже 20 года, когда он дебатировал с тем же Трампом. Ну вот посмотрите, например, видео сравнения. The reason they all say taxes go up in the middle class, the only way you can find $5 trillion in loopholes is cut the mortgage deduction for middle class people. We're going to make the federal government spend $600 billion a year on everything from ships to steel to buildings and the like. Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Очевидно, Байден сдал. Демократы запаниковали, и еще до окончания дебатов пошли сливы и инсайды, что политики всерьез обсуждают замену кандидата. Конгрессмены-демократы один за одним начали призывать Байдена сняться. К ним присоединились 3 сенаторов. Их можно понять. Выборы в Сенат и Палату представителей пройдут одновременно с президентскими, и плохой кандидат в президенты может утащить за собой всех остальных. Окружение Байдена надеялось, что дискуссия просто постепенно утихнет, но этого не произошло. Попытки успокоить союзников только подливали масло в огонь. Письмо Байдена демократическим конгрессменам с просьбой перестать обсуждать его возраст посчитали слишком агрессивным. Интервью на канале MSNBC превратилось в горячий спор с упоминанием размеров аудитории на митингах Байдена. Все в лучших традициях Дональда Трампа. Мол, у меня вон какие большие, видали? Наконец, на саммите НАТО Байден снова отличился и назвал Владимира Зеленского президентом Путиным. А потом на собственной пресс-конференции обозначил собственную вице-президентку Камалу Харрис вице-президентом Трампом. В такой ситуации мало что могло помочь. Обсуждение качеств Байдена как кандидата было прервано покушением на его оппонента Дональда Трампа 13 июля. Пуля задела Трампу ухо, и кандидат фактически отделался небольшой травмой. А через 2 дня начался съезд республиканской партии, на котором его официально выдвинули в президенты. Увидев, что республиканцы после покушения стали более едины и решительны, демократы заволновались сильнее. Сначала Байдена призвал сняться Адам Шиф, влиятельный и популярный конгрессмен, фактически избранный сенатор от Калифорнии. Он уже выиграл праймерис, а исход выборов в Калифорнии предрешен, демократ там проиграть их не может. Также сняться Байдена призвал актер Джордж Клуни. Потом на снятие намекнула Нэнси Пелоси, экс-спикер Палаты представителей и фактически самая влиятельная женщина в демократических кругах. Затем поболтать с президентом приехал лидер демократов в Сенате Чак Шумер, вооруженный печальными для Байдена рейтингами кандидатов. Наконец, как писала газета «Вашингтон-Пост», о проблемах президента начал приватно волноваться его предшественник и близкий союзник Барак Обама. Байден в итоге пошел на попятную и заявил, что если у него обнаружится какая-то медицинская проблема, он задумается о выходе из гонки. Через несколько часов у него обнаружился ковид. В воскресенье, 21 июля, Байден снял свою кандидатуру. Естественно, для него это решение было непростым. Президентом Америки может стать только крайне амбициозный человек. Но, судя по всему, это правильная тактика. Для демократов главная цель – это не допустить возвращения Дональда Трампа, и другой кандидат в президенты явно будет иметь больше шансов это сделать. Итак, Байден сразу же после заявления о снятии предложил кандидатуру вице-президентки Камалы Харрис. Сама Харрис уже заявила, что принимает поддержку Байдена и готова стать кандидатом в президенты. Что важно, ее уже поддерживают крупные доноры Демократической партии, а деньги, как мы знаем, выигрывают выборы. В вопросе денег есть еще и юридический аспект. В США значительную часть денег на избирательных кампаниях держат не сами кандидаты, а политические НКО и партийные комитеты. Эти деньги можно без ограничений тратить на другого кандидата в случае замены. Однако какая-то часть, в данном случае $91 миллион, лежат на персональном избирательном счете кандидата. И вот их после снятия Байдена можно без преград тратить только на одного другого кандидата. Именно на Харрис. Потому что она уже вписана во владельца этого счета как кандидатка в вице-президенты. В вопросах о гипотетической кандидатуре Харрис набирала около 50% против Трампа. Однако одно дело гипотеза, а другое, когда Харрис реально идет в президенты. Но, как я говорил, все еще остается вероятность, что демократы устроят какой-то процесс выбора нового кандидата. Однако времени мало. До съезда партии, где официально выдвинут кандидата, остался всего лишь месяц. Ну а затем будет финальная часть кампании. И притом экстремально короткая.
От съезда до дня выборов всего 2 месяца. Важно и другое. Если Харрис победит, это будет историческая победа. Она может стать первой женщиной-президенткой Соединенных Штатов, второй темнокожей и первой с индийскими корнями. И мы с вами можем впервые услышать по телевизору фразу «Мадам президент», обращенную к лидеру США. Джо Байдену, конечно, можно посочувствовать. Он честно заработал свой пост президента, а закончил его карьеру фактор вне его контроля – возраст. Карьера эта вышла очень достойная. Байден стал сенатором в 30 лет, минимально разрешенный Конституцией возраст. Остался на посту, несмотря на смерть жены и ребенка, через месяц после своих первых выборов. Прослужил в Сенате 6 сроков, 36 лет. И в конце концов добрался до должности сначала вице-президента, а потом и президента. В последние месяцы Байден действительно выглядел слабо в глазах избирателей. Теперь же он резко улучшил свой имидж, стал почетным государственным мужем, который в нужный момент принял верное решение для страны и партии. Байден в любом случае останется президентом до следующей инаугурации, которая состоится 20 января. Но внимание политологов и журналистов уже приковано к следующему этапу драмы. Кого же демократы теперь выдвинут? Будет интересно, и будем наблюдать и говорить об этом. До завтра.